Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. События будущего. Что скоро случится или произойдет. Что откроется. Что ведет к переменам. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Давайте узнаем подсказки карт на события ближайшего будущего, ближайших дней. С чем это будет связано. Возможно, какая-то правда откроется, или вы как-то по-другому посмотрите на те события, которые в реальной жизни происходят, и решите какой-либо вопрос. Возможно, и какие-то перемены. Мы с вами живем в эпоху перемен, и тут, наверное, в любой день мы можем услышать какую-то новость. И то, что прежде мы отрицали, теперь понимаем, ну, елки-палки, а правда это в реальной жизни тоже присутствует. Словом, давайте узнаем через подсказки карт, какие энергии будут преобладать в эти 10 дней для вашего знака зодиака. И останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но, надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и подсказки какие-то вы все же получите. Колода цыганского оракула Ленорман у нас сегодня, и значения, которые прописаны картам, они необычные, потому что для нас, для нашего взгляда, для нашего восприятия, может быть, потому что колода была создана очень давно, но мы переложим на нашу современность, реальность и посмотрим, что же подсказывают на события ближайших дней карты, с чем действительно это может быть связано. Что откроется для вас, что прояснится события ближайших дней, что скоро случится или что скоро произойдет. Дополним картами Таро. И первая карта – неожиданность, неожиданные события в эту декаду. А вторая карта будет у нас называться «Добрые события» или то, что вам помогает, что вам важно услышать, нужно знать, в чем вы наиболее ресурсны, что учитывать, возможно, так. Сфера ваших достижений, учебы, документы, ваши, как профессиональная деятельность, ваши планы, энергия денег, финансы, личная жизнь и любовь. Так что же у вас откроется или что прояснится? Ух, какой-то сюрприз, как богатый улов. Ну, понятно, человек рыбу как будто, возможно, выловил, хотя нам тут непонятный предмет, даже и сразу не разберешь, что это. Поэтому, правда, как информация, это может быть нужная, которую вы долгое время искали, или когда возможность сама по себе вот неожиданно приходит в вашу жизнь. И причем возможность, которая неожиданно от начала до конца. Мы о чем-то не думали. И это может быть даже, как, знаете, возможно, новые какие-то методы работы или новые методы взаимодействия. Вы, опять же, к этому не готовы. Для вас это неожиданно. Но тогда нужно все варианты рассматривать, мои дорогие водолеи. Ведь бывает в нашей жизни так, что поначалу что-то выглядит, ну так, серо, невзрачно, а в конечном итоге приносит очень добрые плоды. Поэтому рассмотрите, как и буквально какую-то новость, переложите на свою жизнь, что это может означать для меня. Ну, пусть это будет для вас как знак судьбы. Вот есть сама по себе неожиданность, которая вам дает какую-то добрую подсказку, или, может быть, это будет связано с конкретным человеком, который вам будет оказывать какую-то услугу или содействие. События ближайшего будущего. Служанка. Ну, понятно, переложим на нашу реальность. И это, безусловно, какие-то вопросы могут быть по работе, когда вы кому-то оказываете услугу. И предполагается взаимный энергообмен или товарно-денежные отношения. Вы работаете, а вам это возвращается в эквиваленте, может быть, денег. Или есть какие-то договоренности, опять же, вам кто-то оказывает услугу, а вы, в свою очередь, либо оплачиваете, либо какая-то услуга взамен. Может быть, вам придется кому-то помогать, кому-то, может быть, и ухаживать за родственниками, или помогать родственникам, или кому-то из ваших друзей. Вот может быть такой момент. Но, значит, все равно есть взаимный интерес, я вижу именно так. Где-то не замечтаться, чтобы не соскользнуть в
в ту услугу, которая будет длиться бесконечно. Все же служанка, повторяю, взаимный энергообмен, он должен быть. Как известно, если нам кто-то оказывает услугу, значит, мы ее либо оплачиваем, либо, все равно что-то мы взамен даем. Ну и ваш адрес, это правило тоже должно работать. Давайте посмотрим, что скоро случится или произойдет. Но я так вижу, что надежда, и у нас такая надежда прорисована конкретно, вот как пустое ожидание. Сидит девушка, завязанные глаза, она не видит ничего. И вот эта повязка на глазах, она закреплена на цепи, а эта цепь еще к какой-то рамке. И рука ее тоже словно к этой рамке прикована. И она вот как в одном каком-то месте или в статическом состоянии, а вокруг нее либо это облака, можно сказать, как неопределенность, либо это вообще прообраз Луны. И опять же, что-то невыясненное и непонятное, есть очертания. Может быть, это и пустые надежды, которые у вас должны закончиться в эту декаду. Не ждать того, кто не придет, увы. И, может быть, меня смотрят люди из разных стран. Это связано с силой непреодолимых событий, то, что вы не можете изменить, но то, что уже случилось, это произошло. И какая-то статика, она должна быть уже все равно закончена. Нас ни к чему не приводит какое-то ожидание. И если, что скоро случится или произойдет, я вижу вот бесплодные надежды, они должны закончиться, или период ожидания. Для вас, может быть, как, знаете, динамика жизни у вас здесь набирает скорость. Я, по крайней мере, вижу так. Конечно, мы можем сами что-то поставить на стопор и сказать: нет, вот я так не хочу, и тем самым от чего-то отказаться, потому что вот этот сюрприз или неожиданность может выглядеть, так себе. Или пока еще непонятно, стоит ли это продолжать. Поэтому реалистом быть стоит, но и от чего-то не отказываться. Или рассматривать разные варианты сотрудничества. К примеру, не ожидать, даже если это присутствует в вашей жизни, когда вам было что-то обещано, срок прошел, а отклика нет. Не превращаться, иными словами, в служанку. Вот я уже говорила. Или не греть где-то в себе, не подогревать вот эти пустые надежды, что а вдруг все-таки что-то сработает. Тут есть два мотива. С одной стороны, мы из-за этого ожидания или из-за пустых надежд можем упустить какую-то возможность. Или согласиться на то, что для вас не имеет именно важного значения или не может служить вам прогрессом. Не упустите для себя какую-то, как знаете, старт, может быть, в будущее, или какую-то счастливую возможность, или не случайную случайность. И это ведь может быть что угодно. Это может быть и сродни внутреннего инсайта, когда мы говорим: о, Эврика, меня вот осенило, да? Так ведь тоже в нашей жизни бывает. Что же случится, что произойдет? Врач. Может быть, это с кем-то связано, как из ваших близких, или вы будете сами некоторые вопросы по здоровью прояснять. Где-то нам говорят, что если ты себя неважно чувствуешь или недомогание, не стоит надеяться, что само пройдет, кстати, у вас надежда. Или само условно рассосется. Обратитесь к доктору, только врач может оценить ваше самочувствие объективно. Мы можем думать, что нет, предполагать, но если вы сами не обладаете медицинским образованием, если вы не доктор, поверьте, вы не можете себя оценить, с позиции беспристрастной. Но часто и доктора, мы тоже обращаемся к врачам разных специальностей, потому что специализация у нас предполагается. Но и нас часто эти эмоции не дают объективную картину реальности. Поэтому есть то, что требует консультации специалиста. Мы можем, кстати, эту карту переложить на любую другую ситуацию. Кто такой врач? Специалист, да? Специалист именно в своей какой-то области, в своем профиле. И, может быть, у кого-то это консультация адвоката, консультация юриста, или нужно решить какой-то вопрос по дому, и вам тоже нужен будет узкий специалист, чтобы выполнить какую-то работу. Вот, кстати, аркан служанка – это вы кого-то можете нанимать и оплачивать, опять же, услугу. И такое я тоже предполагаю. Или вы получите, может быть, известие о каком-то человеке,
что он сейчас вынужден заниматься своим здоровьем. Что же случится или произойдет? Ну вот не должно быть легкомыслия. Я уже об этом много сказала, и карта так и называется — легкомыслие. Бабочка. Все прекрасно. Легкость, легкость на подъем. Вы знаете, какое-то воодушевление, оно будет. Но оно не должно перерастать в какое-то важное решение, основанное на эмоциях. И на эмоциях у нас как раз пустые надежды или те несбывшиеся мечты. Значит, эти мечты нужно проанализировать, действительно ли мечта стоящая. Если стоящая, как ваша цель, тогда ее переложить на какие-то более реальные рельсы. Не отказываться, а подумать о методах осуществления. Но они должны быть, знаете, как иметь твердую почву. Что же случится или произойдет? У кого-то комната. Ну, может быть, это вы, улучшая собственное здоровье, будете продумывать отправиться на эти 10 дней санаторий какой-то или, ну, для отдыха, да. Вы можете находиться по работе в командировке, ведь карта комната — это наша местность, которая может быть очень важна в эти 10 дней, и это может быть офис, мои дорогие, когда вы завалены работой, может быть необходимо выполнить какую-то работу, или вы как подписались на что-то, и это не есть ваш дом. Вы можете чувствовать себя несколько дискомфортно, чего-то не хватает. Новая обстановка какая-то, это вот новая обстановка именно проигрывается. Или это на работе. Меняется руководство, и тоже вы уже чувствуете, будут перемены буквально, перестановка по кабинетам, предположим, или нужно что-то менять непосредственно в вашем кабинете, вот как то убранство, будем называть так, вашего офиса, в котором вы находитесь. Ну, тут разные моменты могут быть. Или вам куда-то нужно буквально переезжать. Вы ищете место вашего пребывания на какой-то период времени по разным причинам. Вот эта комната может свидетельствовать о том, что мы принимаем, что какой-то период жизни мы будем как находиться в новой обстановке. И вот что-то такое. С одной стороны, это может быть прекрасно. Это как какая-то перезагрузка, которая вам помогает как раз увидеть новые варианты сотрудничества или вашу ситуацию, даже простую, банальную, житейскую, как-то переоценить. Вы можете и поехать куда-то, или засобираться опять же куда-то, но не должно быть легкомыслия и, повторяюсь, энергообмен. Неожиданности. Как и вы можете куда-то поехать, так и к вам кто-то может приехать, и вы будете готовить место проживания для этого человека. Или по поводу этой комнаты буквально, может быть, содействие какое-то оказывать человеку в поиске гостиницы, например, где он может остановиться. Рыцарь жезлов, как и мы куда-то спешим, так и к нам могут спешить. Спешат новости, вот неожиданность. Тут сама по себе эта карта неожиданностей. И нам говорят: будь готов, Водолей, к неожиданностям. И у кого-то это через информацию, а у кого-то это через людей. И знаете, по этой карте мы не можем чего-то отложить на потом. Сама по себе возможность, безусловно, к вам приходит, но это совсем не в том контексте, как вы это ждете. И все же упустить момент вы не можете, потому что если мы что-то поставим в надежду, паузу или в какое-то пустое ожидание, а на завтра мы решимся на это, а завтра уже и возможности это может не быть. Поэтому в неожиданностях вот так конкретно карта говорит: не теряй время. Но к неожиданностям надо быть готовым. Это какой-то жизненный драйв. Это может быть не одна неожиданность или какой-то сюрприз, а даже несколько, мои дорогие. Поэтому то, что приходит на ваш порог в виде информации, предложений, анализируйте. Себя адаптируйте к тем условиям, в которых вы либо находитесь сейчас, либо планируете находиться. Но для вас это открывает какие-то новые горизонты. И это тоже важно, не упустите, что вам будет помогать. Аркан мир. Ну, буквально какие-то договоренности. Мир, да. Ну, все надеемся мы на мир. Меня смотрят люди из разных стран, и я должна сказать, что любая страна, наверное, настолько сейчас вокруг нестабильна. И еще вчера то, что нам казалось, ну, и мы могли думать, что, ну, слава богу, тут в какую-то более прогрессивную позицию выравнивается именно вопрос, может быть, по вашей стране или по вашей ситуации.
а на следующий день или к вечеру тут мы узнаем еще какие-то новости. Но вот постоянно что-то лихорадит. Но в конечном итоге вам вот мир помогает. Вам буквально помогает пространство, переезды, когда вы работаете сами на себя, когда вы получаете какой-то итог. Очень добрая карта. Вам помогает дипломатия, безусловно, по аркану мир, когда мы со всеми договариваемся, когда мы больше проявляем лояльности по отношению к окружающим. И даже если вы с кем-то не согласны, это не значит, что мы согласились вроде как и приняли окончательно, да, мы вот будем именно действовать так, как нам говорит человек. Нет, мы все равно остаемся на своей волне, но конфронтацию мы не создаем, потому что нам буквально мир помогает, взаимодействие. Нам придется, может быть, взаимодействовать с разными людьми, нам придется взаимодействовать с разными системами или законами, или менталитетом в разных странах, или даже местностях. Ну, есть вот такие нюансы. И в конечном итоге, когда мы умеем взаимодействовать, опять же, нет для нас ничего невозможного. Ведь эта карта говорит, что твои желания сбываются. Но это требует от вас новых методов работы или новых контактов, или, знаете, умение по-новому договориться. Для кого-то из вас вам помогает буквально, если вы перемещаетесь куда-то далеко. Пусть это не для всех, но кто-то сейчас, пусть один-два, но обдумывает, что именно там, где я нахожусь сейчас, я не могу раскрыть свои таланты по максимуму. И продумывает либо о релокации вашей личной, о том, чтобы работать на самого себя из любой точки мира, потому что мир, пространство, эфир, интернет работает здесь и как новые технологии или, может быть, посредством интернет, может быть, вы осваиваете какие-то новые навыки или, как знаете, хотите для себя обрести новое ремесло, чтобы иметь вот как раз из любой точки мира работать, быть или чувствовать себя более свободно, уверенно, или учите языки. Но вот это вот вся вот эта многогранная палитра, это все то, что вам, мои дорогие водолеи, помогает. Сфера ваших достижений, давайте узнаем. Правда, перезагрузка, учеба, тройка пентаклей. Это как и жизненный экзамен, а у кого-то буквально может быть экзамен. И тут по-разному, у кого-то курсы, у кого-то может быть курсы вождения, вот вполне вероятно. Мы хотим это преодолеть. Или вот эти знания мы переложим на практику, и в последующем мы будем более востребованы на рынке труда, даже зная иностранные языки, или умея водить автомобиль, или умея делать что-то еще, допустим, в дополнение к вашему диплому. То есть не узкое что-то, а есть еще какой-то ваш навык, какое-то ценное качество, и в конечном итоге это будет увеличено ваше жалование или ваш оклад, или вы сами сумеете зарабатывать деньги как вторичный доход. Все же у нас пентакли и стало быть финансы. И тройка – это перезагрузка, это переход в будущее или жизненный экзамен. И у кого-то это может быть вы прошли какой-то сложный путь. И сейчас вы словно в моменте перехода между прошлым и будущим. И здесь нужно подумать на сферу ваших достижений и работы. Или пусть даже документы. Как что-то сделать с новыми навыками. Или в новом ключе. Или как-то по-другому, с другим подходом. Это для вас так или иначе будет прогрессом. Поэтому вы уже смотрите в будущее. И здесь нам карты говорят, вверху рыцарь жезлов, могут открываться перед вами какие-то возможности. И важно не отказаться. Я об этом уже много сказала. А что же деньги? Ну, деньги, наверное, не тратить. Особенно не тратить, соглашаясь на какое-то предложение, к примеру, банально, вложите или совершаете какие-то инвестиции, и ваш доход сразу вырастет там на какие-то головокружительные проценты. Точно нет. Семерка жезлов нас пытаются к чему-то приобщить или склонить, а мы перед тем, как на что-то согласиться, должны полшага назад отступить и хорошенько подумать, нужно ли нам в этом участвовать. Сохраняйте самих себя. По этой карте неплохо бы иметь какой-то запасной аэродром. Может быть, и заначку, мои дорогие, раз уж вам выпало это на деньги. Деньги вам понадобятся. И поэтому, если инвестиции в себя, вот именно в себя, то тут тоже математический просчет. Не должно быть,
знаете, какого-то минуса. Вы должны по финансам все четко распределить. И даже вы можете по финансам кому-то сказать «нет, я такое допускаю», кому-то отказать, потому что есть какие-то перспективы лично ваши. И это по семерке жезлов будет правильно. Люди как раз могут вас пытаться приобщить, может быть, к какой-то работе и давать вам обещания. Поэтому легкомысленное соглашательство какое-то, вот этого не должно быть. Я так вижу, может быть, и пустые какие-то надежды на вот этот геометрический процент, который в росте будет финансовом, или то, что вам пытаются, может быть, и навязать. Сохраняйте сами себя, но воздействие или взаимодействие с какими-то людьми именно по части вопросов финансовых у вас на эту декаду предусмотрено. Но берегите деньги и берегите свою собственную как целостность или вашу стабильность финансовую, потому что по семерке жезлов вокруг обстановка может быть как раз не совсем стабильная. Ну, давайте откроем на личную жизнь. Ну, для вас нет ничего невозможного. И, может быть, я говорю, перезагрузка, потому что у вас все то, что связано с расстояниями, две карты, как и мир, так и звезда. Сияйте, как звезда. Может быть, это вы имидж меняете, может быть, вы меняете планы на будущее и строите это на далекую перспективу лет на 10-20, и что-то вы здесь будете и просчитывать, или чем вам заниматься, или по части партнерских отношений тоже какие-то важные переговоры вы можете вести, и с учетом, опять же, внешней какой-то обстановки, потому что любой старший аркан говорит о том, на вас влияет какая-то общая температура по больнице, мои дорогие водолеи, и это вы не можете не учитывать. И, может быть, не все так, вот знаете, открыто, ясно, понятно. Вам приходится искать дополнительные методы, дополнительную информацию, но это все вам во благо. По аркану звезда сбываются ваши мечты. Но вот какие-то детали, я так вижу, вам нужно будет и продумывать, и видоизменять. А для кого-то это конкретно подготовка от начала до конца к переезду куда-то очень далеко, и это связано с личной жизнью. Для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, но тут тоже по звезде ваши планы семейные, ваши мечты, кто знает, может быть, и с перемещением связаны. Или когда вы просто какую-то свою концепцию семейную здесь тоже будете обсуждать в связи с открывшимися возможностями или с какими-то новостями, которые приходят в эти 10 дней. Очень добрая карта. Поэтому здесь каждый по-своему переложите на то, что вас окружает, и то, что хотите достичь. Как и мир, так и звезда. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.